Как собрать 1000 Яндекс.Байков, которые не сломаются через месяц и будут гонять по ухабам 10 часов в сутки? Как выглядит массовое производство печатных плат? Как это все потом заряжать в городе? Как, черт возьми, быть уверенным, что оно не сломается через полчаса? Много вопросов, но сегодня мы с вами в это окунемся и постараемся что-то понять. Ай, здрасте, с вами Даня Крастер и лаборатория БНБ. И что только в этих стенах не делалось. И какие-то древние изобретения мы повторяли. И бензопильный щит, и акула-кусы. Но всегда все ограничивалось единичным экземпляром. Типа функциональным прототипом. Отработало для съемок уже хорошо. А как сделать что-то в количестве 10 штук, 50, 100 или вообще 50 тысяч штук? Вот это задачка. Мы недавно делали тираж вот таких уголков, всего 100 штук. И я даже не представлял, насколько вообще сложно выдержать все этапы. Я условно разделил в голове там на закупку материала, фрезеровку, галтовку, анодирование и гравировку вот этих вот рисок и упаковку. Но я даже не представлял, сколько вообще нюансов в каждом из них содержится, чтобы все это вместе состыковать и что в итоге влияет на конечный результат. И так всегда происходило, происходит и будет происходить при создании любой вещи, будь то уголок, смартфон, телевизор, утюг или футболка. Любая вещь требует кучу времени, сил, а главное мозгов. Реально мало что-то придумать. Гораздо сложнее это реализовать, чтобы оно получилось именно таким, как ты это придумал. И вот тут, переходя к более сложным устройствам, у которых есть, во-первых, куча деталей, во-вторых, механика, какая-то электроника и огромные тиражи, сложность 100-кратно увеличивается, потому что нужны большие вложения, очень много людей, фабрика, в конце концов, на которой все процессы и технологии будут отлажены, чтобы каждый знал, что конкретно он делает. И если есть возможность заценить, как создается современная техника, то для меня, как для инженера-самоучки, просто не вариант упускать такой шанс. Я думаю, и для любого мужика очутиться в таком месте гораздо интереснее любого музея. Погнали в Китай, короче. В Китай мы направились не случайно. Там находится производство Яндекс.Байков. Это собственный электровелосипед для курьеров, который изобрели в Яндексе. Он оснащен фарой, безопасной батареей и двигателем мощностью 240 Вт. Также у Яндекс.Байка есть специальный IoT-модуль, который контролирует движение с учетом ПДД, не позволяя разгонять скорость свыше 25 км в час. И у каждого электровелосипеда есть индивидуальный номер. Чтобы собрать такое устройство от начала и до конца, нужно пройти много этапов, поэтому сегодня мы побываем на заводе по финальной сборке байка, на заводе по сборке зарядных шкафов для него и на заводе по сборке модулей, которые передают данные с Яндекс.Байков. В общем, по полной окунемся в процесс создания полноценного продукта. И вот мы добрались до первого производства. Это линия на заводе Аони, которая в данный момент производит IoT-модули для байков. Именно она позволяет связать его с приложением Яндекс.Про или приложением Яндекс.Байк, чтобы смотреть, сколько зарядки осталось и чтобы можно было удобно залочить его на стоянке. У нас на канале про интернет вещей еще практически не было инфы, но штука сейчас как будто максимально современная, надо будет что-нибудь сделать. Смотря на то, как работают эти машины, мне, честно говоря, было страшновато. Ну, просто представьте себе, вот по этим лентам подаются SMD-компоненты, которые настолько маленькие, что их можно вдохнуть. Устанавливаются в нужное место с черт знает какой точностью. Припаиваются и инспектируются другими машинами дальше по линии. Все, что нужно и можно автоматизировать, делают машины. А те детальки, которые отличают одну плату от другой, уже приделываются руками. При том, что если бы линия выпускала одинаковые платы все время, я уверен, здесь бы вообще ни одного человека задействовано не было. Сейчас отлитый корпус проверяется на сжатие с определенным давлением. Литьевые формы для корпусов, кстати, делают электроэрозионным методом, заранее фрезеруя электрод из меди. Это вообще отдельное безумие по точности, которого сегодня не будем касаться. Но в цех нас водили, своими руками трогал эти стальные конструкторы, которые бесшовно смыкаются. Оказалось, что это можно не только на ютубе в шортс увидеть. Как я уже сказал, производственная линия состоит из автоматических машин и людей, потому что человека быстрее обучить какой-то уникальной задачи, чем запрограммировать станок. Сейчас проклеиваются части в полусобранном модуле и что-то там термоусаживается. Было, конечно, интересно разобраться в каждом этапе, но рабочих я не стал отвлекать. Это все-таки конвейер. Сразу после того, как модуль собран, он проходит этап тестирования, как подключением через комп, так и на отдельном стенде для тестирования. Ура! Наконец-то что-то выглядит как у нас в лабе. Погнали на следующий завод. Робот, будь добр, до центра за сотку. Смотри-ка, едем, а за рулем никого.
Технология! Переходим к финальной сборке байка. Начинается она с опрессовки стакана руля на специальном стенде. Ничего не должно треснуть, и тогда рама идет дальше по конвейеру. Рядом запрессовывается втулка маятника, мы ее еще позже увидим. Так как это новая версия байка, у него добавилась амортизация и соответствующие новые детальки. На специальное основание со стапелями зажимаются рамы в специальном положении для первых этапов. Стапели забирает и привозит кобот. Это робот, предназначенный для работы там, где есть человек. Мы его, кстати, много раз отвлекали, задерживая линию. Первым этапом идет установка каретки педалей, знакомая всем, кто обслуживал велосипед. Если ты доведешь до того, что байк разряется, можно докрутить до ближайшей зарядки. Заранее замазюкиваем консистентной смазкой и устанавливаем каретку, зажимая динамометрическим ключом. Здесь, как я мог заметить, вообще все закручивается с нужным усилием. Каждый винтик и каждый болтик. На место уже поставили маятник и сейчас прикрепят пару амортизаторов. Интересный инструмент, кстати. Когда дотягивает до нужного момента, загорается зеленая лампочка. Таких шуруповертов я еще не встречал. Еще и в силиконовом чехле, весь такой промышленный. Заранее готовят мотор-колеса фирмы Карасава, при том, что тестируют до установки. Тест прошло, значит идет на стеллаж в нужное место на конвейере, откуда работник берет его, устанавливает нужные деталёны, и оно уже крепится к маятнику. Устанавливается на место цепь, шатуны и педали, и добавляется подножка для стоянки, как у мотоцикла. После установки эти места еще дополнительно протягиваются до щелчка. Обязательная деталь, особенно для русского климата, это широкие крылья, чтобы с дороги ничего не летело на рюкзак доставки, а с переднего колеса на ноги. У каждого работника есть поэтапная инструкция, что именно, как и в каком порядке он должен сделать, с печатью и датой. Организация труда человеков — это, конечно, офигеть какая административная работа. Ну и самое важное, наконец-то, седло. Ну и 2 багажника. После схода с конвейера работник вставляет аккумулятор и проводит быстрый тест электрики, а кобот собирает 3 стапеля и уезжает обратно на начало конвейера. Пока мы ходили и мешали всем работать, накопилась целая очередь на финальный тест. Сборка одного байка, кстати, на этом конвейере занимает 22 минуты. Всего 22 минуты, и у вас готовый байк. Прямо на фабрике есть полоса для тест-райда с брусчаткой и эстакадой, чтобы проверить, все ли правильно функционирует. При том, что они даже нанимают русских тестировщиков байков, чтобы проверить, подходит ли байк, так сказать, нашему менталитету езды. Да чего грамотные ребята. После всех тестов байк готов к отправке. Подразбирается для компактности и упаковывается. Также удалось посмотреть, как собираются зарядные шкафы, и рассмотреть устройство линии сборки на заводе, который специализируется на производстве различной сложности антенн. Тут уже нет привычного конвейера с движущейся лентой, и процесс выглядит по-другому. Шкафы выстроены в ряд, и с каждым в нужной последовательности проводятся манипуляции. То есть уже работники ходят и сначала протягивают косы разных кабелей, потом устанавливают компоненты. Потом к этим компонентам тянутся перемычки и подключаются основные кабели, соединяя все в единую систему. При том, что каждая перемычка обжата, везде есть бирки и кембрики, и все делается по одному стандарту. Это, конечно, сильно отличается от того, что я видел на стройке, когда каждая бригада делает по-своему, и всегда есть конфликт между каким-нибудь кабель-менеджментом видеонаблюдения, которые отсутствуют как роскошь просто, и витыми парами, которые просто брошены сверху. Здесь я увидел порядок, и внутренний перфекционист трогал лицо руками. О, слаботочка. Вспоминаю, как шкафы собирали всякие под видеонаблюдение и всякие прочие штуки. С этого начинается путь рукастого человека. Самая первая работа, которую можно освоить, это слаботочный монтажник Как там было-то? Монтажник слаботочных систем. Чтобы курьерам было удобно заменять аккумуляторную батарею, используют специальные зарядные шкафы. Это такая уличная автоматизированная станция замены разряженного АКБ на заряженный. И он, кстати, как и Яндекс.Байк, тоже является собственной разработкой Яндекса. Штука максимально удобная. Курьерам не нужно думать, где и как зарядить свой аккум. Если залезть в устройство шкафа, то штука довольно сложная. Тут и многоуровневая система безопасности, и 2 электромагнитных замка, и внешних камер тоже 2 для защиты от несанкционированного доступа. Так что все на высшем уровне. Контроль и управление в шкафу осуществляется через IoT-модуль. Это устройство, которое подает команды на Яндекс.Байк. А вот байк у меня что-то разрядился. Давайте посмотрим, как батарея меняется. Дверь открыта.
Ставьте батарею. Разговаривает со мной, приветствует женщина, приятно. Пынь. Блин, промышленные разъемы, мне очень нравится все это. Коля, привет. Привет. Как вообще в целом появилась идея изобретения Яндекс.Байка? Это история, наверное, 22-го года, или, может быть, даже 21-го. Была задача сделать так, чтобы курьеры быстрее, например, безопасно доставляли еду и заказы. Раньше пешком ходили, да? Надо велосипеды. В основном ходили пешком, правда, очень много, даже в Москве ходили пешком. Сейчас уже, наверное, в это даже и не верится. И мы пошли сделать велосипед и поставили себе задачу сделать качественно, сделать дешево и сделать безопасно. Знаю, что было много прототипов, в том числе, как мне рассказывали, даже из фанеры. Вот на этих прототипах какие моменты удалось отработать? Мы хотели понять эргономику, потому что в целом мы несколько изобрели такое понятие, как велосипед для курьера, потому что для этого те велосипеды, что были, они были, скажем, гражданские. Люди на них ездили. Соответственно, когда у тебя гражданский велосипед, ты по-другому сидишь, и в целом ты ездишь меньше. В целом по-другому эксплуатируешь. Да, ты не целый день ездишь, поэтому нам было важно, чтобы курьер мог целый день на этом велосипеде ездить, ему было удобно. Соответственно, у тебя должно быть положение рук, положение спины, положение ног определенное. И мы как раз на вот этих вот прототипах, в том числе фанерных, пытались отработать вот эту эргономику посадки. Чтобы долго сидеть можно было, да? Да, чтобы было долго сидеть, не уставали руки, а самое главное еще и зимой, чтобы когда скользко, например, можно было дотянуться ногой до земли, оттолкнуться и не упасть. Безопасность. Безопасность. Вот, про что я вам всегда говорю, что прототипы начинаются с чего-то простого, прям вот из подручных материалов. Вы на них отлаживаете, и потом идете следующий этап. Насколько я знаю, это уже вторая итерация байков, то есть версия 2.0, можно сказать, которую мы запечатлели при производстве. Что ключевое, чем отличается от первой? Да. Тут важный момент, что это вторая серийная, потому что если мы говорим какие-то прототипы, которые мы там тестировали внутри, или в том числе с курьерами, но это было маленькие партии, то я думаю, что сейчас уже там 7-я или 8-я. Основные отличия текущего поколения от предыдущего — это задняя амортизация, он стал мягче и удобнее ездить. Мы улучшили тормоза спереди, мы поставили роллерный механизм, и он эффективнее, требует меньше подкручивания настроек. И также мы перешли на другой тип резины, мы сделали меньше и шире. Это тоже наш ответ, собственно, на зимнюю эксплуатацию, когда важно иметь резину, адаптированную к зиме. Пошире стал, чтобы по снегу проще было ехать, да? Да, меньше проваливается, лучше сцепление с дорогой. Круто. Немного вернемся к первой версии, чисто про представление, про какую-то фантазию. То есть у тебя в голове была какая-то версия велосипеда, и вот насколько первую версию получилось реализовать настолько, насколько ты ее представлял, насколько сильно она отличалась? Версия велосипеда, наверное, формировалась в течение времени, потому что, я не курьер, я не могу знать, какой продукт нужен для курьера, поэтому, с одной стороны, я ходил тоже там, у нас есть программа в поля, когда можно тоже писать заказы, изучал, что нужно, работал с курьерами, получал от них обратную связь, постоянно дорабатывалась. Но действительно со временем какой-то образ сформировался, и по сути мы получили там практически то, что я себе представлял. Там, в частности, только мы не учли подвеску, то есть дизайн, она получилась жестче, но это скорее была вынужденная как раз доработка. И, наверное, это пример того, почему нужно тестировать сначала мелкие серийные перед большим производством. Потому что с чем мы столкнулись? Мы привезли в Москву 50 велосипедов, раздали курьерами, курьеры ездили и столкнулись с тем, что у нас было очень много проколов заднего колеса. Буквально 20% флота каждую неделю мы чинили колеса. А чем обычно прокалывали? Шурупы. Валяющимся саморезами? Валяющие шурупы, да. Потому что, казалось бы, в Москве достаточно чисто везде. Все равно курьеры ездят много, все равно где-то они их находят. А заднее колесо тяжело чинить, потому что там много нужно разбирать, да, мотор там занимал буквально час. И мы поняли, что это сейчас 50 велосипедов, мы тратим много времени. Если мы привезем на 5000, мы просто утонем в операционке. Да. И мы, по сути, экстренно искали решение,
А решение было в том, что мы полиуретановую камеру ставили внутрь, которая никак не прокалывается. Антипрокол такой. Да, и мы ее достаточно не протестировали. То есть мы ее поставили и привезли серийные велосипеды. А оказалось, что она жестче, чем накачанное колесо, и именно поэтому первая версия, там, некоторые жалуются, что она жестковата, да. Как бы мы, по сути, пропустили один этап, мы могли бы произвести 50 штук еще раз протестировать, мы его пропустили и как бы получили вот такой велосипед. И как раз второе поколение в основном мы решали эту задачу, ну а раз мы его дорабатываем, мы сразу, а что мы еще хотим? Давайте сделаем тормоза еще лучше, ну и там какие-то мелкие доработки мы тоже исправили, то, что уже показала эксплуатация, какие там есть слабые места. Ну и самый важный вопрос. Где-то в офисе Яндекса стоит одна версия байка с ракетными ускорителями, закисью азота какой-нибудь, может быть, монструозными шинами. Для себя-то сделали какую-нибудь суперверсию крутую? Пока не стоит, но мы работаем. У нас мы в этом году запустили такое у нас внутреннее название Venture. То есть мы как раз хотим работать еще над некими прототипами, которые, возможно, не пойдут в серию, но что-нибудь обкатают. Например, нам очень просят сделайте подогрев ручек. Ну вот хотим условно попробовать, понять, это эффективно, неэффективно, какой расход и энергии и прочее. Если будет работать, мы попадем в серию. Ну и есть еще там ряд других доработок, которые мы хотим сначала обкатать на прототипах. Ракету-ускоритель не уверен. Ну вот, если понадобится вам сделать одну версию, очень перетюнингованную, я думаю, вы знаете, к кому обратиться. Договоримся. Наша мастерская специализируется на этом. Ну что, я теперь знаю, как байк собирается, как он устроен, из чего он сделан, но самое интересное — это то, как на нем ездить, каково это быть курьером. Мне нужна твоя куртка и мотоцикл. Ну, в смысле, байк. Ладно. Прикольненькая. Пожалуйста, не толкайтесь. Извини. Хорошо, я буду с тобой нежен. Пройдите контроль паспорта, ваше селфи. Тут совсем рядом вообще, Ростикс. Ага, все. Ну что, сегодня курьерим, короче. Я всегда говорил, Сэм Никель изначально что-то знал, потому что блогерство. Вот, реальная работа. Поехали. Ранее взять в аренду Яндекс.Байк могли только курьеры-партнеры Яндекса. Но с недавнего времени эта опция стала доступна курьерам всех сервисов в городах, где есть Яндекс.Байк. Так что количество безопасных курьеров теперь увеличится. Все благодаря бесплатному приложению Яндекс.Байк. Оно доступно для пользователей в App Store и Google Play. Внутри понятный интерфейс, который позволяет взять Яндекс.Байк в аренду, связаться с поддержкой в случае необходимости и посмотреть на карте, где есть ближайший зарядный шкаф для замены АКБ. Все просто и понятно. Мультизаказ. Значит, 2 повезем. Го. Точно. Здравствуйте, 355 номер. Назовите, пожалуйста. 2366. Да, можно забирать. Огонь, спасибо. Как-то так, да? Есть хитрости Сколько какие-то? пойдет? Вообще, чтобы лучше разделять заказы, особенно когда есть горячая, холодная. Ага. Просто вот так. И на липучках, да? И на липучках она здесь, да. Огонь. Все, заказ поджат, никуда не двинется, все. Круто. Здравствуйте. 2435, будьте добры. Номер заказа. Она так посмотрела, как будто она вообще первый раз курьер видит. До свидания. Да, спасибо большое. Чпуинь. Разделять, чтобы из рыбного магазина не пахло, да, рыбой, я так Ну, в понимаю. основном, да. Либо когда у тебя, допустим, заказ перекрестка, где куча заморозки, и какой-нибудь ростик горячий, типа, чтобы они чуть подольше побыли в своих изначальных состояниях. Прикол. Клево. Либо чтобы поджимать напитки этой перегородкой, как раз, чтобы они у тебя там не ездили по вкусу. Я сегодня с напарником, потому что если первый день я бы жестко запутал, спасибо тебе большое. Все, вот везде бы были такие системы, потому что все достаточно удобно. Выбираешь заказ, все быстро, коды приходят. Немного вот подлагала геолокация, но это понятно, почему сейчас в Москве происходит. А так, с точки зрения менеджерских вещей, вообще супер круто все сделано. Я просто курьерил в Москве как-то раз в
в 2004 году. И я ездил еще по бумажным картам, прикинь, меня распечатывали, короче, я строил себе маршрут, и мы там, нормально топали. На байке это вообще совсем другое дело. Самое главное, это работа на свежем воздухе, фитнес. Не сидишь в кресле, даже на машине, если ездишь куда-то, все равно сидишь больше, а тут оп-оп-оп, оп, оп-оп-оп-оп, оп. Ветер весенний, конечно, задувает, надо было немного по-другому одеваться. Ну что ж мне с меня взять? Первый день. Так и Москву выучишь. А вообще, ребят, дядек, так скажем, которые говорят, что курьеры должны выучить ориентирование в Москве, я бы самих проверил на знание Москвы. Вот посадить на байк один раз и в 5 разных точек Москвы отвезти. Потому что такси, что заказы обычно не заказываются. Нам к Манежу вот там слева ресторан такой-то, потому что это, как обычно, какой-нибудь Николо-Ямской переулок, 146, 18Б3, типа того. Блокируйся, пожалуйста. Ты можешь кнопку нажать, вот есть что у тебя тут. А разблокировать что нельзя? Заблокирован. Никто на меня не наведет. Окей. Ты? Готово. Готово. Подтверждаю. Ну вот, я и доставил свой первый заказ, будучи курьером в 2026 году. Короче, поскольку я сегодня первый день и не проходил обучающие курсы, как правильно, безопасно ездить, потому что у Яндекса они есть для курьеров, я поеду за Никитой, потому что надо ехать около 3 километров. Я дал ему, грубо говоря, адрес, и вот буду за ним фигачить. Но я сам везу, я везу сам. Возможно, ты никогда не обращал внимания, на чем доставляет твою пиццулю, но Яндекс.Байк — это не обычный электробайк, а устройство, разработанное специально для курьеров, учитывая все особенности доставок. Тут важна прочная рама для езды по возможным неровностям, надежные тормоза, широкие крылья от грязи, большой запас хода и возможность быстрой замены аккумуляторов в специализированных велоцентрах. Ну и, конечно же, багажник с крепежом для сумки, порт для зарядки Мобаса и держатель для стакана. Вроде обычные вещи, но как раз из них и складывается крутой транспорт, направленный на удобство и, главное, безопасность того, кто сидит за его рулем. Ну и, конечно же, байк отвечает всем требованиям города. Номера на СИМ и ограничение скорости в 25 км в час. Переходы враги курьеров. Да, я думал, короче, что 25 километров это более чем достаточно, но местами хочется, конечно, 30-35. Если в каких-то загруженных районах, ну я имею в виду пешеходных, там где много всяких съездов, поворотов, ДТП, 25 вообще с лихвой хватает. Вот на прямых отрезках, конечно же, чуть-чуть чувствуется, что можно было бы побыстрее. Ну а что поделать? Правило есть правило. Блин, очень мягкий, очень приятный. Не знаю, как если типа 12 часов на нем катать, но вроде сидушки ништяк. Алло, здравствуйте, Анна, я курьер, и я Ростикс вам привез. Ага, спасибо. Внутрь зайти, да? Ага, спасибо. Здравствуйте. Анна, да? Да. Приятного аппетита. Спасибо. Всего доброго. Ну как оно? Да вообще круто, на самом деле, очень интересно. Ну, как интересно? Прикольный сам процесс. Типа, что-то происходит, ты ездишь, людям кушать отдаешь, все такие добрые. Спасибо. Все дела.
Ну что, откатал я слот, приехал в хаб. Здесь есть ребята, которые помогают курьерам оставаться на колесах, так сказать. Антон, привет. Привет. А какие чаще всего неполадки происходят? Что Ну чаще смотри, всего? по новым байкам на самом деле еще не успели оперативно подсобрать информацию. Заметили, что у них проблемы с блокиратором и задняя цепь бывает цепляется. А так, в принципе, пока собираем обратную связь от курьеров. Мгм. Ну, я, грубо говоря, если у меня что-то происходит, я к вам приезжаю, насколько оперативно можно? Ну смотри, есть две вариации ремонтов. Есть легкие ремонты, которые мы ремонтируем в течение там часа-двух максимум. То есть курьер может подождать здесь, попить кофе, сходить пообедать. Есть длительные ремонты, тогда мы заменяем байк сразу. Соответственно, байк может быть в ремонте там 10 часов, 12 сутки, но курьеру сразу выдается новый байк, и он может продолжать доставки. Ну, короче говоря, у меня не возникнет ситуация, когда неделю там не будет Такого возможности. точно Да? не будет. Супер, кайф. А покажешь, что еще, какие помещения у вас здесь есть? Получается, здесь у нас зона легкого ремонта, сразу со входа, байк заходит, механик тут же его подхватывает и готов уже непосредственно его обслуживать. Перед этим производится его диагностика, то есть смотрится, что сломалось, механик уже сразу понимает, что нужно делать с байком, чтобы ускорять максимально процесс, чтобы быстрее курьеру выдать байк обратно. Здесь инструменты, стеллажи, стульчики удобные для ребят, подъемники, на которых можно поднять байк, чтобы там не наклоняться лишний раз и так далее. Это очень крутая тема. Специально проектировалась под... Все верно, да, это личная наша разработка. Смотрели, было там несколько ревизий, это, по-моему, 3-я версия. Вот на данный момент выглядит так, это пока что лучшее, к чему пришли наши инженеры. Очень круто. Любое дело, на самом деле, начинается не со станков, а с приспособлений, которые под какой-то конкретный... под какую-то конкретную конструкцию сделаны. Здесь у нас зона выдачи, тут стоят байки, готовые под выдачу курьерам, чтобы их не выкатывать из дреб-зоны, чтобы сразу здесь на месте курьеру дать байк, проинструктировать его и отправить сразу на доставки. Просторно. Дальше у нас получается здесь мойка. Ой, мойка есть даже на месте. Конечно. Все байки, которые выдаются курьерам, выдаются чистыми. Все байки, которые принимаются на ремонт, также очищаются, чтобы меньше мусорить в ремзоне и чтобы, в общем, в дальнейшем было легче с ними работать. Здесь у нас зарядная комната, соответственно, зарядный шкаф, в котором заряжаются байки и батки. И там, получается, в углу лежат готовые батарейки, которые только и ждут, пока курьеры придут их заменять. А мне как раз надо. Сиденье у нас открывается через приложение управления байком. Шпррр. Текс. Штырь. Эту батарейку мы поставим заряжаться, но в комплекте есть еще одна, которую можно возить или не возить с собой вместе. Это круто. Щелк. Куда ставим? Так, давай вот сюда прям поставим на зарядочку. Сюда. Шпынь. Увидев своими глазами, на каком высоком уровне собирают Яндекс.Байки, я понял главное. За созданием подобной техники будущего стоит куча людей и технологий. Их цель, чтобы курьеры и остальные участники движения на дороге были в безопасности, а транспорт работал как часы. Такие полезные и качественные проекты вдохновляют. Хотелось бы, чтобы и наша лаба когда-нибудь развернулась до производства чего-то подобного. Но сегодня, как мы убедились, для этого нужно очень сильно потрудиться. С вами был Даня Крастер и лаборатория БНБ. Спасибо Яндекс.Байк за помощь при создании этого ролика. Надеюсь, вам он понравился так же, как и нашей команде. Увидимся через пару недель, если я успею к этому моменту накататься. Покедова!